тобой совсем отстали от времени, то есть от графика. Еще столько подарков нужно разнести, а ты все щебечешь, да тихи. Да праздник же, Дедулечка! Так хочется веселиться! Для нас с тобой новогодний праздник, самое главное веселье – это работа. Вот и давай повеселимся. Значит, поработаем? Вот именно. С большим удовольствием! Ой, Дедуль! А где же мой мешок с подарками? Ох-ох-ох-охонюшки. Дедушка, ты что, мешок на сигнализацию поставил? Вот какие у тебя современные методы работы. Ну как же тут не станешь современным, когда каждый год нечисть всякая мешок с подарками норовит украсть. По статистике, мешок Деда Мороза на втором месте по количеству угонов, то есть краж, разумеется. На втором? А что же тогда на первом? А первое место с большим отрывом занимает кто? Снегурочка! Да что, я теперь тоже от угона застрахована? Вот именно! Дед Мороз идет много со временем. Ох, время, внученька! Совсем мы с тобой отстали. Ну-ка, поторопимся, внученька. Да не волнуйся, дедушка. Все успеем. Ой, Дедуль, ну что это у тебя в бороде такое блестит? Ты бороду тоже на сигнализацию поставил? Не припомню такого. Дедушка! Ой, смотри! Это же звездочка! Маленькая еще совсем, а какая хорошенькая! Интересно, как это она ко мне в бороду попала? Ну, наверное, когда мы по небу летели, эта малышка захотела поближе подлететь, то у тебя в бороде и запуталась, а ты в спешке и не заметил. И что же нам теперь с нею делать? Как что? Домой ее вернуть к папе и маме. Они, наверное, волнуются, ищут ее везде. А у нас-то еще столько работы, столько подарков нужно разнести. Мы не можем ее здесь одну оставить. Праздник ей испортить. Одной звездочки мы, значит, не можем праздник испортить, а всем остальным детям можем. Все ведь без подарков останутся. Не хочу я здесь одну оставлять. Может, с собой ее возьмем, а? А если мы потеряем малышку по дороге, ищи ее тогда по всему свету. Что же теперь делать-то? Ну не плачь, внученька, не плачь. А я придумал, давай мы с тобой быстро, без лишнего щебетания и хихикания всю работу сделаем, а потом вернемся сюда и поможем звездочке к маме с папой вернуться. А где мы ее оставим? Да здесь и оставим. Вот в этом сугробе. Так она же замерзнет. Внучка, ну что ты такое говоришь? Звезды в космосе живут. Там знаешь, какая холодина? Она привычная. Ну хорошо, дедушка. Сделаем так, как ты предлагаешь. А пока, милая звездочка, ты не волнуйся, мы очень скоро вернемся и поможем вернуться тебе домой к папе и маме. Ох, время, совсем мы с тобой отстали от времени. Новый год уж на пороге, скоро часы 12 будут бить. Но главное, о главном не забыть. Ой, дедушка, пообещай мне, что ты не забудешь про нашу звездочку. Обещаю, если ты обещаешь мне напомнить. Обещаю! Так поторопимся, жители, ура! Поспешим, внученька, поспешим.
друзья. Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик, даже воробьям. Во дворе красивом нашем удивляется народ. Воробей присядку пляшет, бьет в ладоши и поет. Дали крошек мы послаще, как наступит Новый год. Все увидят настоящий воробьиный хоровод. Все увидят настоящий воробьиный хоровод. Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик, всем нужны друзья. Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик, даже воробьям. Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик, всем нужны друзья. Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик, даже воробьям. Разговариваю, волнуюсь, тороплюсь, оттого непонятно выходит. Здравствуй. Понятно. Давай знакомиться. Я Звездочка. Вара. Не торопись. Воробей. Очень приятно. Вот и познакомились. Теперь можно поговорить? Я когда в первый раз с кем-нибудь знакомлюсь, тороплюсь, волнуюсь, оттого тоже непонятно выходит. А давай, я сейчас как бы уйду, потом как бы приду, мы уже с тобой как бы знакомы, и тогда спокойно поговорим. Давай. О, привет, Звездочка! Здравствуй, воробей. Вот так гораздо лучше. А ты смешной. Это плохо? Наоборот, это хорошо. Слушай, а ты что? И вправду настоящая Звездочка? Оттуда? Да. Ух ты! И как там? Страшно, наверное. Нисколечко. А мне, вот знаешь, страшно. Я хоть и птица, конечно, но все равно боюсь. Вот тут, в земле, не страшно. А там высоко страшно. Голова кружится и вообще. Посмотри. Видишь, как на небе ярко-ярко засияли разными цветами звезды. Это мои мама, папа и старшие сестры каждую ночь разжигают яркие огоньки, чтобы освещать людям путь. Они очень любят трудиться и делают всегда работу вместе. Там дедушка Месяц качает моих младших сестричек в звездной колыбельке и рассказывает удивительные истории.
тебе, не так страшно будет. Ой, я не могу. Почему? Боишься? Нет, не боюсь. Просто звезды могут летать только в космосе. А здесь на нас действует сила притяжения. Папа говорит, что таковы законы физики. И как же ты вернешься домой? Не знаю. А как ты вообще здесь оказалась? Случайно. Мне очень нравится смотреть на волшебников, которые каждый год в этот день летают по небу с большим мешком. Один такой солидный, с бородой, Ага. а другая такая симпатичная, с косичками. Да, я слишком близко к ним подлетела, в бороде у волшебника запуталась, и вот... Я скажу тебе так, волноваться тебе нечем. Если Дед Мороз и Снегурочка тебя сюда принесли, они обязательно обратно тебя вернут. А ты знаешь? Их все знают. А ты уверен, что они вернут меня домой? Уверен, они хорошие. Рассеянные немного, но очень хорошие. Сегодня они очень заняты, потому что наступает Новый год! А в этот волшебный праздник они исполняют самые заветные желания, дарят всем подарки. Поэтому их все очень ждут. Звездочка, а вот у тебя есть заветное желание? Да, я очень хочу к маме и папе. Только знаешь, если Они обязательно тебе помогут. Скорей бы! Вот только придется немного подождать. А я с тобой подожду. Вместе. Я же тебе не надоел. Тебе со мной не скучно? Нет, конечно. Ты очень добрый и хороший. А пока мы ждем волшебников, расскажи мне, пожалуйста, о подарках. Ты что, никогда не слышала про новогодние подарки? Нет, И ты никогда не получала подарков в Новый год? нет. Дед Мороз и Снегурочка в этот праздник дарят всем то, чего он больше всего хочет. Машину, например, на радиоуправлении. Или говорящую куклу. Или компьютер. Или лыжи. Или коньки. Как интересно! Люди большие и маленькие, особенно маленькие, одеваются в карнавальные костюмы, превращаются в разных птиц, зверей, ну и так далее. Собираются возле елочки, ходят в хороводы, читают стихи, танцуют, поют песни, веселятся. Танцуют приблизительно вот так. Спасибо. На здоровье! Ты свободен! Лететь отсюда! Я вот с этой новенькой поговорить хочу. Здравствуйте! Меня зовут Звездочка. А меня Кошечка. Приятно познакомиться. Береги, звездочка! Никакая она не кошечка, она кошка, самый страшный зверь! Ты еще здесь, пернатый? Последний раз предупреждаю. Лети отсюда, потому что... Я бы с радостью от вас улетел, только я не могу звездочку одну бросить. Ой, не хотела я переедать. Ведь сегодня праздник. Потом на диете посижу.
вижу. Вы что, хотите меня съесть? И тебя, и меня она всех съест. А что же это за праздник такой, на котором всех едят? Замечательный праздник! Ну а ты вот замечательный праздничный десерт. Тетенька Бошка, съешьте, пожалуйста, меня. Только звездочку не трогайте. Ты что такое говоришь? О, воробей! Ты чего это? Сколько я тебя помню, ты трус редкостный. Ну, бывало, хочешь тебя поймать, так ты на 100 шагов к себе не подпустишь. А тут вдруг сам ко мне в пасть лезешь. Странно. Мне и самому странно очень. Слушай, а может быть ты влюбился? Не знаю. Может быть и да. Чего же тут смешного? Он еще спрашивает! Да здесь все смешно! Но ты посмотри на себя, заморашка, и посмотри на нее. Тебе только булки черствые плевать. Она красивая, с неба упавшая. А если вы говорите, что я красивая, почему вы тогда хотите меня съесть? Как говорят умные люди, ты то, что ты ешь. Вот съем я тебя и тоже стану немного звездой. Сначала вам придется съесть меня. А это совсем не проблема, Ромео. Дед Мороз Где? придет, звездочку не найдет, все поймет и вас накажет. Интересно. И как это он поймет? Я ему расскажу. Ты ведь собирался героически погибнуть вместе с возлюбленной. Передумал. Нет, не передумал. Мы будем кричать, мы будем звать на помощь. Ой, интересно. И кто же вас услышит? Люди! Люди, аппетитненькие мои, и в обычные дни ничего не видят и не слышат. А уж сегодня у них хлопоты, заботы. Ах, кто-то на кухне, кто-то еще в магазине, кто-то уже перед телевизором. Так что можете кричать сколько угодно. Бесполезно! Кто-нибудь обязательно нас услышит, кто-нибудь обязательно нас спасет. Долго ждать придется. Ну идите же сюда. Мы в путь, помогите! Кто-нибудь! Спасители, а? Ну, говорю же, бесполезно! А ну, прекратить! Кто кричал? Спасите! Вот кому нужно срочно за диету! Я спасу! Я помогу! Я пес-спасатель! Ты спасатель! Да тебя самого нужно спасать, собачий консерв! Консервов? Каких таких консервов? Нету тут никаких консервов. Ну, конечно же, нет! Ты уже давно их слопал! Сожрал! Скушал. А ты откуда знаешь? Да у тебя же на морде все написано! И на талии! Вернее, на ее отсутствие!
Шарик, я, между прочим, породистый. Интерес! И какой ты пород? Сосиска шнауцер, континентерьер. Что-то я проголодался немного. Пойду покушаю. А как же звездочка, дяденька Пёс? Звездочка. Какая звездочка? Я не ем звездочки. Звездочку нельзя есть, ее нужно спасти. Ах, да, я ведь спасатель. Ой, спасите меня! Умираю от смеха! Хватит свои кошачьи шуточки шутить. А это что будет? А не то худо тебе будет. Интересно, и как это ты мне худо сделаешь? Хочешь посмотреть? Очень. Ну что ж, тогда смотри. Это что? Это худо тебе будет. Я, между прочим, боксер. Наверное, в супер-супер тяжелом весе, да? Ну все, кое-кто дошутился. Возвращайся. Ура! Мы победили! Спасибо вам, дяденька Пёс! Как вы себя чувствуете? Отлично. Только проголодался. Очень сильно. Эх, раньше я такой был. Я пахал, как бабочка. Я жалил, как пчела. А теперь я вот. Тяжело вам такому упитанному. Ну, тяжеловато, конечно. А знаете, почему я такой стал? Кушаете, наверное, много. Это да, конечно. А еще почему? Не знаю. Хозяин со мной не гуляет. Я когда ему навалит мне полную миску еды, ну и занимается своими делами. Он меня занят. Люди они такие. Мы вот звали на помощь, а кроме вас никто не услышал. Все заняты. Да нет. Люди, они хорошие. Вот мой хозяин, например, он Ну, он вас, простите, совсем не заботится. заботится, он меня кормит. Ну, разве вам это нужно? Это тоже нужно. Если бы не кормил, я бы и сдох. Хотя иногда даже
от тоски. И сдохнуть тоже все. Значит, не в еде дело. Конечно, нет. А в чем тогда? Я хочу, чтобы хозяин гулял со мной. Хоть тогда, когда у него будет минутка свободного времени. Ну неужели у него нет ни минуты? Может быть. Мне кажется, что люди думают только о себе. Вовсе нет. Тогда почему они нам не помогли? Потому что у них очень много важных дел. Они иногда так заняты, что забывают А чего? о чем-то важном. Таком важном. Может быть, даже о самом главном. Расслабьтесь. Если бы я хотела, давным-давно съела бы вашу звездочку без всяких разговоров. Вы спросили, почему ты такая вредная? Скажите, пожалуйста, а почему вы такая вредная? От одиночества. Вот говорят, кошка гуляет сама по себе. Почему она так гуляет? Никто не знает. Почему? Потому что не нужна никому. Вот ты толстый жалуешься, а у тебя хоть какой-никакой хозяин имеется. А я всегда одна. Так вы вредная, потому что одинокая? А вот именно. А может быть все наоборот? В смысле? Но может ты одинокая, потому что вредная. Ты на что это намекаешь? А на то, что с вами дружить никто не хочет, потому что вас все боятся. Об этом я как-то и не думала. А вы попробуйте быть добрее. С какой стати? Может быть, тогда вы перестанете быть одинокой. То есть я должна стать дружелюбной? Да! Вы все такие разные, живете в одном дворе и могли бы стать настоящими друзьями. Будет трудно. Вы хотя бы попробуйте. Подумайте, доброе у вас сердце или злое, и какие дела вы делаете, хорошие или плохие. Ведь если ты появился на свет, значит ты обязательно кому-то нужен. И важно не то, где ты живешь, как ты выглядишь, что кушаешь, а важно то, как ты поступаешь. Звездочка, откуда ты все это знаешь? Мама говорит, что таков главный закон Вселенной. Потрясающе. Хорошо! Я готова попробовать! Всегда причастна, всегда умыта, и даже именем я знаменита. Была моя бабушка красива тоже, и на меня, и на меня, и
звезда нашего двора. Вот у нас и появился новый друг! Скажи, пес, ты не будешь на меня сердиться, если я буду немножечко вредничать? Не буду. И даже не попросишь ничего взамен? Чего? Ну, ты могла, например, следить бы за твоим питанием, бегать с тобой на пробежку, ну, привести тебя в форму, так сказать. Было бы здорово. Договорились. Погоди, значит, ты теперь такая же, как и мы? Ну, не совсем такая, но все-таки посимпатичнее. Ура! Вы теперь команда! Сколько лет жили в одном дворе, а подружились только теперь. И все благодаря нашей маленькой гости. Ура! Здорово! Значит, вместе встретим Новый год! Звездочка! Что с тобой? Я пыталась тебе сказать. Папа говорит, что звезды не могут долго жить на Земле. На Земле мы гаснем и превращаемся в камень. Камень? Хорошо, что я тебя не съела. Такая тяжесть в желудке. Значит, ты погаснешь! Да, А мы можем тебя спасти. да, я знаю. И я просто хочу домой. А если ты обратно в небо вернешься, ты не превратишься в камень! С Земли еще никто не возвращался. Милая звездочка, ты будешь первой! О, точно! Как Гагарин! Да. Только наоборот! Ты гений. А как мы отправим звездочку в космос? Ну, нам нужна ракета! Тебе нужны мозги. Нам нужно чудо! И я еще один гений. И где нам взять его, скажи, пожалуйста. Дед Мороз! Где? Стоп. А чего я испугалась? Я же теперь нормальная. Чего, Дед Мороз? Дед Мороз и Снегурочка! Они нам помогут! Они же главные по чудесам! Правильно говоришь! Конечно, правильно. Но где мы возьмем Деда Мороза и Снегурочку? Как всегда, позовем их! Да ты вот людей на помощь звал, никто не откликнулся. Дед Мороз и Снегурочка за 3 метра в другом конце земли. Не услышат! Услышат! Обязательно услышат! Ну почему ты так уверен? Потому что я знаю, кто нас слышит, кто нам обязательно поможет. Кто же это? Вот кто! Ребята, помогите звездочке! Давайте вместе позовем Деда Мороза и Снегурочку! Дед Мороз! Дед Дедушка Мороз, Снегурочка, это мы вас зовем! Мы вместе с ребятами! Здравствуйте, друзья! Дедушка Мороз, Снегурочка, помогите звездочке, она гаснет! Ах, вот оно что, вот зачем вы нас сюда позвали. Дедушка, это же та самая малышка. Здравствуй, путешественница. Прости меня, старика, что я тебя помимо твоей воли сюда привез. Не нарочно я. Я сама виновата, добрый волшебник. Я слишком близко к вам подлетела. Ты зови меня просто дедушка. Хорошо, дедушка, а вы поможете мне? Вы вернете меня домой. А ты дорогу случайно не запомнила? Нет. Ох-ох-ох-охонюшки. А мы, понимаешь, столько в эту ночь по всему свету летали. Я уже не припомню, где мы могли тебя с собой прихватить. Да и мне не припомните. Ну, всегда вы так. То что-нибудь
Давайте теперь все вместе позовем папу и маму звездочки. Крикнем громко. Ау! Какой же ты старомодный! Держи, звони папе и маме. Номер помнишь? Конечно, помню. Номер 10. Космическое число вселенной. Алло, мамочка. Да, это я. Я в порядке. Я тоже. Прилетайте скорее. Я на земле, в городе. Хорошо, жду вас. Они скоро будут здесь. Вот все так просто. Слушай, чего это мы раньше позвонить не додумались? А у тебя телефон есть? Нет. Думай, что ты говоришь. Звездочка, ты сейчас улетишь, и мы больше не увидимся. Почему же не увидимся? Я буду совсем рядом, на небе. Прилетай ко мне в гости. Ты не побоишься? Не побоюсь, я теперь смелый стал. Воробей, его не узнать. Не стесняйся и не бубни что-то непонятное под нос. Влюбился, мол. Кого? Не в меня, это точно. И не в меня. Милая звездочка, спасибо тебе за все. Ты очень добрая и красивая. Кошка говорит, что я влюбился. И она права. Звездочка! Это мои папа и мама. Они летят за мной. Звездочка! Мы видим тебя! Доченька, а кто рядом с тобой? Мамочка, это мои земные друзья и добрые волшебники. Мы шлем твоим друзьям привет! Лети же скорей домой, доченька. Лети скорее к нам, малышка! Наше земное притяжение. Не волнуйся, звездочка. Есть на свете что-то посильнее закона физики. Спасибо тебе за сказку о самом главном. Спасибо вам, друзья! Дедушка Мороз, Снегурочка, тетенька Кошка, дяденька Пес, Воробей и вам, ребята, спасибо за самый лучший подарок! Иди, звездочка! Лети, звездочка! Лети, звездочка! Там полет стремится туда, где высоко, волшебный свет струится и манит далеко. Звезда горит, не тает, блестит прозрачный лед. И праздник наступает, нам Новый год идет. Дедушка Мороз, вы даже подарили что-нибудь звездочке. Конечно, существует на свете то, что сильнее всех законов и дороже всех сокровищ. Самый лучший подарок. Любовь. Потрясающе. Волшебно! Прекрасно! Вот мы вспомнили о самом главном, что в Новый год И не только в Новый год, нужно дарить близким и не только близкие. Милосердие и заботу. доброту и внимание. Любовь! Самые лучшие подарки. Их не купишь за деньги и не потрогаешь руками. Но от них на душе становится светло и тепло, и хорошо и радостно. Помните об этом, друзья. Смотри,